Приюты стараются изо всех сил помочь как можно большему количеству собак, но у них не всегда получается. Этот грустный пес сжимал в руках свою любимую игрушку, ожидая, когда его отпустят. Пойдемте с нами, чтобы узнать, что произошло дальше. Собаки могут стать членами семьи, и большинство любителей животных твердо убеждены в том, что если вы заводите питомца, то это на всю жизнь. Не следует просто заводить животное на то время, пока оно удобно, а затем избавляться от него. Вы несете за них ответственность. Это возможно, но иногда все складывается не так, как вам хотелось бы. Есть вещи, которые вам не подвластны и которые могут повлиять на всю вашу семью, а также на ваших домашних животных. Владелец собаки Смоки усыновил ее еще щенком. У него был большой задний двор для игр и множество мягких игрушек, за которыми он бегал и с которыми играл. Но среди его игрушек была одна явно любимая. У него был маленький плюшевый серый слоник с розовыми ушками. Он повсюду брал этого игрушечного слоника с собой. Когда они собирались на прогулку, он брал игрушку с собой. Он спал, положив ее рядом с собой, и, что удивительно для такой крупной собаки, был очень нежен с игрушкой. Он мог бы уничтожить ее за считанные секунды, но сохранил в целости и сохранности с тех пор, как был щенком. У него был прекрасный дом, где его очень любили, но когда ему исполнилось 5 лет, все изменилось. Его владелец потерял работу, и у них начались проблемы. Они заботились о том, чтобы у Смоки всегда была еда, но им пришлось переехать в маленькую квартирку. Присматривать за ним становилось все труднее. Его семья любила его, но беспокоилась за него, поэтому они начали искать для него другой дом. Но никто из их знакомых не мог взять к себе такого большого пса. Они не могли найти работу и, наконец, узнали, что скоро потеряют свой дом. Они перепробовали все, чтобы найти кого-нибудь, кто присмотрел бы за Смоки. Но в конце концов, в день Святого Валентина, им пришлось посмотреть правде в глаза. Они больше не могли заботиться о Смоки и не могли найти никого, кто мог бы его приютить. Они отвезли его в приют и сдали, но позаботились о том, чтобы оставить его с его любимым плюшевым слоником, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это было душераздирающее решение для его владельца, но оно также было душераздирающим для собаки. Он не знал, что сделал не так, и скучал по своей семье. За 5 лет он привык жить в доме, окруженном постоянным вниманием, но сейчас находился в маленьком вольере, где компанию ему составляла только его любимая игрушка. Волонтеры приюта старались уделять грустному псу столько внимания, сколько ему было нужно. Но Смоки сильно переживал из-за всех перемен, которые происходили в его жизни. Он был очень застенчивым, не хотел играть, и его единственным утешением была игрушка. Он все время держал его во рту, а сам просто лежал в углу. В приюте, куда его передали, ощущалась большая нехватка жилья для животных, и им нужно было как можно быстрее приютить животных, находящихся на их попечении. У них не было ни места, ни средств, чтобы содержать животных в течение длительного времени. Им нужно было как можно быстрее найти Смоки и его слоненку хороший дом. Они отдали его на усыновление почти сразу, как только он появился в приюте. Это симпатичный пес, и он выглядел таким милым со своей мягкой игрушкой, которая постоянно торчала у него изо рта. Несмотря на то, что он был застенчивым, в приюте не думали, что им будет трудно пристроить его в новую семью. Он привык к тому, что у него есть семья, и он живет дома. Это должно быть легко, не так ли? К сожалению, нет. Как только Смоки отдали на усыновление, люди начали приходить посмотреть на собаку и понять, есть ли у них связь. Несколько семей приехали навестить Смоки,
Его фотографии с плюшевым мишкой, размещенные в приюте, привлекли внимание, и люди захотели познакомиться с милым псом. Проблема заключалась в том, что его беспокойство создавало большую проблему. Каждый раз, когда к нему в гости приходила будущая приемная семья, он старался забиться в угол, а если они подходили к нему, он так пугался, что начинал рычать на них. Предполагалось, что он мог испугаться, что они захотят отнять у него игрушку, но это не имело значения. Каждый раз, когда он рычал на семью, это приводило к негативному исходу. Никто не собирался брать собаку, которой они боялись. Большинство семей не были готовы к тому, чтобы справиться с собакой, которая так сильно беспокоилась. Но это поставило приют в очень трудное положение. Поскольку он проявлял признаки агрессии, им пришлось исключить его из списка собак, имеющих право на усыновление. Но это также означало, что они фактически подписали ему смертный приговор. Они не могли держать собаку, которую не могли усыновить. Они должны были назначить дату или крайний срок, когда они подвергнут эвтаназии бедного Смоки. Находясь в камере смертников, он просто сжимал в руках свою любимую игрушку и ждал, когда его отправят на тот свет. Но это не означало, что в приюте просто отказались от Смоки. Они хотели дать ему еще один шанс. Они активно искали другие приюты, чтобы помочь ему найти приемную семью, которая могла бы взять грустного пса. Приют, где у людей был опыт обращения с собакой в его ситуации, где они могли бы предоставить ему наилучшие шансы, которые у него могли быть. Они полагали, что в домашних условиях ему будет гораздо лучше, чем в приюте, где он жил в окружении множества других собак. Окружающая среда усиливала его стресс, и это вызывало агрессию. Если бы они смогли поместить его в более спокойную обстановку, они, возможно, смогли бы снова предложить его для усыновления. У него оставалось совсем немного времени, когда люди из спасательной организации «У меня есть мечта» услышали о Смоке и предложили свою помощь. У них было немного больше ресурсов и приемные родители, которые не побоялись взять собаку, нуждавшуюся в большем терпении и заботе. Они связались со своими приемными семьями и убедились, что те понимают, они будут воспитывать не только собаку, но и очень важного плюшевого слона. Это была выгодная сделка, и, к счастью, они смогли найти семью, которая с радостью приняла Смоки и его слоненка, несмотря на все проблемы с поведением, которые у него проявлялись. Одна из основательниц организации, Мисти Мартин Фуллер, объяснила, что у них было твердое намерение позаботиться о том, чтобы Смоки было где остановиться, несмотря на все возможные недостатки, которые у него могли возникнуть. Они никогда не назначали ему крайний срок. Они надеялись, что смогут навсегда приютить его. Но даже если ему придется навсегда остаться в приемной семье, они будут заботиться о нем. Они решили сказать псу, что он возвращается домой с ними, и он отреагировал счастливой улыбкой. Впервые с тех пор, как он попал в приют, появилась надежда, что собаку удастся реабилитировать, и однажды она вернется к семейной жизни. Вскоре после этого он переехал в приемную семью. Все шло не просто гладко, но то, что произошло, было невероятно. Он быстро превратился из грустного пса, лежащего в углу вольера в компании с мягкой игрушкой, в счастливого пса, который снова начал радоваться жизни. Все его отношение изменилось. Стресс от пребывания в незнакомом окружении прошел. Он смог расслабиться и приспособиться к тому факту, что его разлучили с родными, и он должен был двигаться дальше. Вскоре он начал играть со своей приемной семьей. Он даже опустил своего слоника на землю и поиграл с другими игрушками. Она по-прежнему была его любимой, и он хотел, чтобы она лежала рядом, когда он ложился спать. Но он не носил ее с собой постоянно для удобства. Поддержка. Но гораздо раньше, чем они ожидали, организация решила,
что он снова готов к усыновлению. Но сначала они хотели дать его собственной семье шанс вернуть его. Они действительно любили Смоки, и не их вина, что они потеряли его. Но, к сожалению, они все еще не могли позаботиться о нем. Они были просто благодарны за то, что его спасли, но хотели дать ему возможность двигаться дальше. Его история, фотографии и социальные сети сделали Смоки очень популярным. Это также привлекло много внимания к другим щенкам из приюта. Это означало, что было много семей, которые хотели забрать его домой. Вскоре он уже был на пути в новый дом, конечно же, со своим слоненком. Он был счастлив и игрив, как маленький щенок. Удивительно, на что способна любовь, и это показано в истории Смоки. Спасибо, что посмотрели. Присоединяйтесь к нам снова, чтобы узнать еще больше захватывающих историй.